few faces. Совсем немного лиц я помню. That means the church is growing. Это значит, что церковь развивается, растет. This was the only building when I came here the first time. Это было единственное здание, когда я впервые приехал сюда. Now I see a big building at the back. А теперь вот я здесь сзади вижу большое здание. Praise the Lord. Слава Богу. Happy Sabbath. Счастливой субботы всем вам. Who among you here are happy who came? Who among you here are happy? Because they are children of God. Кто из вас счастлив из-за того, что мы с вами дети Божьи? Yes. Amen. Аминь. And I remember a text in the Bible which says, Я помню один текст из Библии, который говорит: be joyful always. Всегда радуйтесь. Be joyful always. Всегда радуйтесь. Pray in all circumstances. Молитесь во всех обстоятельствах. Oh, I'm wrong. It says pray all the time. Давайте точнее скажем, всегда непрестанно молитесь. And give thanks in all circumstances. И благодарите во всех обстоятельствах. Well, it's hard to give thanks when you're sick. Когда болен, конечно, трудно благодарить. When somebody died. Кто-то умирает, That если is near, like a part of your family. или, например, член семьи, кто-то. And when you have a toothache. Или когда зуб болит. And I had a toothache for 2 weeks. И у меня 2 недели зуб болел. I came to church and I'm just saying hi to everybody, but deep inside there's this pain that I can sleep every night. Я приходил в церковь и здоровался со всеми, но эта боль прям каждый день мне не давала покоя, и ночью, и днем. How can I say thanks to God? Как можно за это благодарить Бога? Lord, thank you for this pain. Боже, благодарю Тебя за эту боль. But then it taught me something very important. Но потом я получил очень важный урок. I cannot bear the pain anymore. Я не мог больше терпеть эту боль. So we went to the hospital, to the clinic. Пошли мы в поликлинику. And they found out that the infection is already very deep. Сказали мне, что инфекция очень глубоко распространилась. That's why the doctor had to inject me 3 times on the gums. Туда в челюсть мне сделали для этого, 3 укола сделали мне. Because whenever she does a little movement, they say, ah! Каждый раз, когда маленькое движение пытался хирург делать, мне было очень больно. Patikongo. Is that the one? So I said, okay, let's put another shot. Pardon? Еще, да, еще, пожалуйста, уколите укольчик, это очень больно мне, просили. 1, 2, and then, oh, praise the Lord. Раз, два, а потом, ой, слава Богу. But during the time, во время вот этого всего when we came out процесса, from the clinic, когда мы вышли из клиники, the pain is too hard for me to bear. И боль была невыносимая, просто. And they don't sell, what's that again? Medicines for the painkiller in the clinic. И они продавали болеутоляющее средство в клинике. We still have to go out and try to find. Не продавали в клинике. Нужно было идти в аптеку и найти где-нибудь болеутоляющее. Every step is a pain. А каждый шаг делать даже идти больно даже. And then we went after we bought the medicine. I drank right away, but the pain is still there. Когда мы купили лекарство, я сразу выпил, но все равно было больно. We went to. I said, let's go home as fast as we can. Давайте как можно быстрее пойдем, не могу уже. So we went to the bus stop. И пошли на остановку автобусную. I feel like I'm getting sick. И я чувствовал себя, что я очень болен. It's cold. Было холодно. I'm shivering. И я весь дрожал. And we're waiting for the bus. И ждал автобуса. Praise the Lord. Слава Богу. One of our friends, church member, came. Пришел один из членов церкви. Slava is here. И I was like, Слава, он здесь сейчас. I was surprised. One beautiful car just. Я был очень удивлен, такая красивая машина. Машина немножко назад подъехала, дверь открылась. И говорят, заходи. Слава Богу. Я домой так быстро попал, слава Богу. It's hard to say thanks when you are undergoing problems in life.
Очень тяжело благодарить, когда у тебя проблемы в жизни. I learned one thing that is very important. Ну а потом я понял очень важную вещь. That's the time that I kept my mouth shut because every utterance of a word is a pain. Это было время, когда я держала рот на замке, потому что каждое вот слово, которое бы я сказала, было с болью, больно говорить было. And then the blessings came. Тогда пришло благословение. I had to listen. Я должен был слушать, instead of talking. Вместо того, чтобы говорить. Because I'm a teacher, I do more the talking most of the time. Я преподаватель, я очень много говорю. But this time I cannot talk. Но в это время я не мог говорить. I have to keep my mouth shut because the pain is there. Рот держать пришлось на замке, потому что больно было. And then I had to listen. И вот тогда я слушал. Then my wife told me. Тогда мне жена сказала. Why don't you share something about some beautiful experiment? Расскажи, почему бы тебе не рассказать какой-нибудь очень хороший, интересный опыт? And this is the one that I'm going to share with you today. Вот с этим я совсем хочу с вами поделиться. I'm not a preacher. Я не проповедник. I'm not very good in giving sermons. Не очень я хорош в том, чтобы проповеди читать. I just want to share. Я просто хочу поделиться с вами. To let us remember that something that we already knew. Чтобы напомнить каждому из нас то, что мы уже, конечно же, каждый из нас знаем. And this is about what we call tongue control. Это то, что мы называем контролировать свой язык. When I have the pain, I have to control my tongue. Когда у меня боль, я должен все-таки следить за своим языком. We learn many things. И из этого много уроков можно извлечь. Today, scientists are trying to find out the effect of words. Сейчас ученые пытаются выяснить, какое воздействие слова оказывают на нас. I think many of us already knew about this experiment. Я думаю, что многие из вас уже слышали об этом эксперименте. But before I start, I want to read a text from the Bible. И я, прежде чем начать этот рассказ, хочу текст показать вам один. And it says, в этом тексте сказано: Death and life are in the power of the tongue. Смерть и жизнь во власти языка. Death and life. Смерть и жизнь во власти языка. Это притчи, 18 глава, 21 текст. Our words are very powerful. Слова имеют огромную силу. That's why even scientists are intrigued about words. Даже ученые заинтригованы воздействием слов. One school made an experiment. Однажды был проведен такой эксперимент. They want to find out what will be the effect of our words on plants. Решили выяснить, какое воздействие наши слова оказывают на растения. So they put two plants. Они взяли растения. The same kind of soil. Одинаковая почва. Same kind of fertilizer. Одни и те же питательные вещества. The same kind of care. Та же забота одинаковая, был уход. But on one plant. Но на одно растение they will always say good words. Этому растению говорили, произносили хорошие слова. They touch the plant. Прикасались к растению. Sing to the plant. Пели ему песни. And sing good words. И говорили ему хорошие слова растению. To that plant. Этому растению. On the other hand, с другой стороны, they don't say good words, but the opposite. Они не говорили хорошие слова, как раз наоборот. Плохие слова говорили. Разные ругательства. Все, что только можно было придумать, плохое говорили этому растению. И через месяц был очень большой сюрприз. Растение, которое слышало хорошие слова, расцвело, процветало. Очень было здоровым, большим. On the other hand, а с другой стороны, the plant that received a lot of curses, растение, которое слышало ругательство, is very feeble, очень было слабое, sickly, очень болезненное, didn't grow that much. И не так выросло. So imagine that. Представьте себе, if non-living things, если не живущее существо are affected by our words, настолько сильно под властью наших слов находится, how about us? Как насчет нас, каждого из нас? Have you ever been insulted? Вас когда-нибудь оскорблял кто-нибудь? How do you feel? Как вы себя чувствовали? Yes, of course. Now, да, конечно. I want to share with you Хочу вам рассказать. a Japanese scientist. Японские ученые
Так, не мешает. This scientist is intrigued about water. Вода очень заинтересовала японских ученых. I think many of you know this about this. Я уверен, что многие из вас этот эксперимент уже о нем знаете. Who knows about it? Кто знает об эксперименте, насчет водой, которую японцы делали? Я думаю, что вы уже видели видео. This is not a new news. Это не новая новость. This is old news. Это старая новость. I'm just going to repeat it. Я хочу просто еще раз обратить ваше внимание. His name is Dr. Masaru Emoto. Его зовут Масару Эмото. And he wants to know the effect of words on water. И он хотел выяснить влияние слов на воду. This is how he did it. Вот как они это сделали. In the 1990s, в 1990-х годах Dr. Emoto performed a series of experiments. Доктор Эмото провел несколько экспериментов, observing the physical effect of words, наблюдая за физическим воздействием слов, prayers, молитв, music, музыки and environment и окружающей среды on the crystal form of на water. кристаллическую форму воды. And then later on, he will let these different waters undergo different variables or different circumstances. А затем эта вода была подвержена нескольким разным воздействиям. And you know the rest of the story. И вы знаете, какой был эффект? We will freeze the water. Они замораживали воду в конце try to концов. see the crystal form. И потом рассматривали форму кристаллов. This is what he found. И вот что они выяснили. He took a droplet of water. Они брали капельку воды. And this water, I think, is a polluted water. Вот эта вода, я думаю, даже загрязненная вода. Try to see the shape. Вы видите какую-нибудь форму? Видите форму? Does it look beautiful? Красиво выглядит? Yeah. No. Смотрите, теперь те, кто не видел, так? Okay. Ага, But then, you know what he did? А потом вот что еще они сделали. What he did is that he took a droplet of water. Что они сделали? Взяли капельку воды, polluted water, грязной воды, freeze it, заморозили, photograph it. сфотографировали. So this was the picture. Вот такая получилась картина. On the same water, из той же воды he took it, взяли, he said a prayer, сказали молитву, произнесли молитву над and этой then водой. freeze it. Затем снова заморозили Try to see the photograph. и сделали фотографию. And look how it looks. И посмотрите, как она выглядит. Isn't it beautiful? Не правда ли красиво? Очень красиво. How do you feel when somebody tells you a very good encouraging word? Когда вам кто-то говорит хорошие, ободряющие слова, как вы себя чувствуете при этом? You feel life is beautiful, right? Вы чувствуете, что любовь, она прекрасна, не так ли? He went on and on. Они продолжали свои эксперименты. This is how it looks. Вот как выглядит A water looks when you play rock music on water. вода, когда вы над ней играете рок-музыку. Взгляните. How does it look? Как выглядит? Ugly. It's chaos. Это хаос. There's no order. Никакого порядка Very нет. bad. Очень Very плохо. ugly. Безобразно. And that's what it will do to us too. И то же самое эта музыка делает с нами. Especially with the young people Особенно молодыми людьми. who loves to listen to rock music. Who loves to listen. На теме, кто любит слушать That's рок-музыку. why I'm very sad Вот поэтому мне очень when I печально, see Seventh-day Adventist Church когда я вижу церковь христиан and they use 27-го дня, drums and they use electric guitar in the worship. они во время богослужения используют барабаны, электрогитары. Это дисбаланс Our body, our в нашем mind. теле, в разуме. And you are not ready to hear the word of God. И вы перестаете быть способными слышать Слово Божье, слова Божьи. But when you play classical music, А когда классическую музыку even играем, traditional music, традиционную музыку, this is how it looks. посмотрите, как выглядит. Aren't they beautiful? Но не прекрасно ли? They're beautiful. Замечательно. That's why when you listen to beautiful songs, you feel elated. Поэтому, когда вы слушаете красивую песню, вы чувствуете восторг, If you're sad and you восхищение. hear a beautiful song, your Если вы spirits are lifted up. печальны, и если вы слушаете хорошую, And красивую you feel песню, stronger. вы чувствуете себя сильнее, вы чувствуете, поднимается ваш дух. Now, Теперь, after trying to observe после того, как они пытались наблюдать water in different circumstances, воздействие воды на воду в разных обстоятельствах, the next thing he did is that
he will type some words Затем он напечатал несколько слов and then put on different samples of water и положил эти слова, напечатанные в разные образцы воды, and say the same word to those containers. и сказал эти слова вот этим контейнерам, то, что написано было. This is a droplet of water Вот это капля воды. that has a type word which says, Там было слово напечатанное. you make me sick. Как это сказать? You make me sick. Мне от тебя плохо, меня от тебя тошнит. Вот так можно сказать такое выражение, аналог. And he will also say the words. И также и произнесли эту фразу, не только напечатали, но и произнесли. Under the microscope, Под микроскопом this is how it looks. вот так выглядело. So if you say bad things on water, Поэтому если вы плохое что-то скажете на the water is not a human being, а вода ведь это не человеческое существо. but it forms different formation that makes either you good or bad as a person. Она формирует структуры, которые потом образуют тебя, как человека, хорошего или плохого. How does it look? Как выглядит? Посмотрите. It looks very sickly, Очень болезненно, правда? right? Yes. Let's move on. Давайте продолжим. He also put different beautiful words Также хорошие слова он положил on different samples of в water. разные образцы воды. This is a sample of a crystal Вот так выглядит кристалл, where he always says the word love. которому все время повторяли слово «любовь». Well, it's very amazing Очень удивительно, because crystals, потому что water кристаллы, crystals or snow crystals, водяные кристаллы или кристаллы снега, they are different from each other. они все разные. There are no crystals that are the same. Нет ни одного похожего, Just снежинки imagine how похожей. many crystals of snow are going to fall down this coming winter. Просто представьте, сколько разнообразных снежинок упадет на ближайшую Maybe зиму. на billions нас. of crystals. Может быть, миллиарды. And not even one of them are the same. И ни одна из них не повторяется. Wow, God is amazing. Удивительный Бог, не правда ли? God is almighty. He's powerful. He's... Бог силен, Он I don't know могущественный. how to express it. Не знаю даже, как выразить. We saw this already a while ago. This is a polluted water. Вот эта грязная, вот эта зараженная вода, мы уже это видели. And then he also took samples from different places in the world. Он также брал образцы с разных мест на земле, разную воду, Different springs in the world. из разных источников. Actually, if you want me to show you a little farther, Если бы вы попросили меня поподробнее вам кое-что показать, I will show you some pictures я вам покажу фотографию of the different effect of different words, positive and negative words. какой эффект оказывают некоторые хорошие слова и плохие слова на вот эти вот кристаллы воды. Most of you already know about it, but if you don't know, you can go to the internet and just Google it, and then it will come Кто-то up. из вас уже наверняка слышал об этом эксперименте, но если вам интересно, вы можете обратиться к Google и спросить в поисковой системе и узнать больше об этом. I'm sorry. It's taking time, but here it comes. Может быть, какое-то время займет, прошу прощения. He used the word love, Он использовал слова «любовь», peace, «мир», what else? Many positive words. очень много положительных слов. Okay, on this page it shows you the effect of music on water. Вот такие вот фотографии получались от воздействия разной музыки на кристаллы воды. Heavy metal, Тяжелый рок, the first one. первый самый. Here is a crystal of a song about farewell, saying goodbye. Это песня о прощании, расставании. And you try to see, it's not very clear, but you can see that it looks very sad too. Очень печально выглядит, вы смотрите, может быть, не очень четко, конечно. When we sing the song Amazing Grace, Когда мы поем слова как песни «Как дивна благодать твоя», знаете такую песню «Как дивна благодать that's how твоя»? they look. Вот так она выглядит, показал только что брат. Looks beautiful. Красиво выглядит. How about words? Насчет слов, как насчет слов? Вот молитва. Yes. Words.
Okay, the first one says eternal. Вечность. Вот так первая снежинка, это слово вечность. Так выглядит. The second one says evil. Зло. Вот так выглядит то, что получилось. Looks very dark. Очень темное, правда? Ham. Ham, what is ham? Ham is a kind of plant. Какое-то растение. Love. Любовь следующее. Peace. Мир, вот так, крайне. Spirit. Дух, вот так. Thank you. Спасибо выглядит вот так. Look how it looks. Посмотрите, как красиво выглядит. It looks Спасибо. beautiful. Да, красиво выглядит. Truth. Истина. Harmony. Гармония. Wisdom. Мудрость последняя. You disgust me. Ты мне противен, вот это вот. You fool. Ты дурачок, вот это нижнее. An angel. Ангел, последнее. And he didn't stop there. И дальше они пошли. He also went to experiment on other things. Хотел ли еще выяснить, эксперименты Tried проводить? to use rice as a specimen. И использовали рис, эксперименты над рисом. The first bottle Первая бутылочка is the bottle where he always says positive words. это бутылочка, которой говорили хорошие добрые слова. And the other bottle, А вторая бутылочка this is the bottle where he always says all the negative words. говорили туда нехорошие слова, негативные. After 30 days, Через 30 дней the bottle which received all the positive words, бутылочка, которой говорили добрые it still слова, looked fine. она хорошо выглядит, вполне прилично. But on the other side, А вот рядышком all the curses все это ругательства, которые были сказаны, is already rotten. уже она сгнил рис. When you go home today, Когда вы сегодня домой пойдете, you try to experiment. попробуйте повторить этот эксперимент. You get 2 containers, Возьмите 2 контейнера, put rice, положите рис, maybe for 1 week. может быть, на неделю, One bottle is saying positive things, и одной ему говорите хорошие слова, and on the other bottle, all the negative things. а второму контейнеру нехорошие. And you try to see the result. И попробуйте увидеть результат. That is the worldly side. Это мирская наука. Now, about us as people. А как насчет нас, людей? We start our life when we were fetuses inside the womb, 99% water. Когда мы начинаем свою жизнь внутри мамы своей, 99% нас это вода. 99% water. 99% мы When you were born, Когда рождаемся, we are 90% water. мы уже на 90% из воды состоим. And then as we grow up, Когда мы растем, we go up to 70% of water. к 70% воды поднимается. When we die, Когда мы умираем, there's still water in our body. вода все равно в нашем теле есть. 50% is still in our body. 50% остается в теле воды. So we exist with water throughout our lives. Поэтому мы существуем, и вода всегда с нами. So because our body is made out of water, Поскольку наше тело состоит из воды, большинство. imagine how words affect us. Представьте, как слова воздействуют So на when you нас. always say, I'm a failure, А когда вы говорите, я неудачник, I'm hopeless, я безнадежен, I won't get well, у меня ничего не получится. imagine how these words weaken your body. Представляете, как эти слова делают ваше тело слабым. And I'm going to show you. Хочу показать вам. I think we don't have much time. У нас не так много, возможно, Because времени. just 30 minutes of talk will take an hour. Говорят, что 30 минут моих займут час с переводом. But this, I want to show you the effect of words or bad thoughts in our body. Я бы хотела поделиться с вами на тем информацией, как плохие слова влияют на наше тело. Когда мы злимся, it weakens the liver. Страдают наши liver, почки. When we are always sad and grieving and crying and Когда mourning, мы плачем, жалуемся, печальные, it weakens the lungs. пострадают наши легкие.
when we worry too much, Когда мы слишком много волнуемся, it destroys the stomach. Желудок That was разрушается. my problem. Это была моя проблема. When I was younger, Когда я был моложе, I had ulcer. ulcer, And the stomach problem. у меня была, сейчас скажу, гастрит. More than gastric. Это больше, чем язва? Yes. More than Ага. gastric. Больше, чем Because гастрит, of язва. worry. Из-за того, что я переживал очень That's много. why God told us rejoice Поэтому Господь и говорит нам, радуйтесь. and always И rejoice всегда радуйтесь. in all Во circumstances, всех good or обстоятельствах. bad, Хороших и плохих. because it's good for the body. Потому что это полезно для тела. Proverbs says, a merry heart doeth good like a medicine. Притчи говорят, что веселое сердце как врачество. It's a medicine for free. Это бесплатное лекарство. And when we worry, Когда мы волнуемся, переживаем, we destroy our soul. мы разрушаем себя. Stress weakens the heart and the brain. А стресс разрушает сердце и мозг. Fear weakens the kidney. Страх, вот теперь это почки, а то была печень, liver. Страх разрушает почки. And these are people who don't believe in God. И это идет речь о людях, которые в Бога не верят. How much us? Насколько know это God. важно для нас. Мы We знаем believe in Бога, живого We have Бога. hope. У нас есть надежда. Do we still wear long faces all the У time? нас все еще печальные лица. Do we still fight all the time? Все еще мы спорим друг с Inside другом. the church? В церкви даже. We don't have time for that. У нас времени на это нет. And now the spiritual side. А теперь с духовной точки зрения. Just a reminder. Просто напомню. We Christians must learn word control, Мы, христиане, должны научиться контролировать слова. mouth control, Контролировать свой рот, lip control. свои губы. That's why we have 2 ears Поэтому у нас and два only уха one mouth. и только один рот. But most of us, we use one mouth Но большинство из нас используют этот один рот most of the time. большинство времени. We don't have time to listen. У нас нет времени, We чтобы get irritated послушать. with people Нас люди раздражать начинают, when they talk too much on us. когда они нам что-нибудь слишком долго The Bible говорят. says, James 1 verse 26, if anyone among you thinks he is religious and does not bridle his tongue, his religion is useless. И Яков говорит в 1 главе 26 стихе, кто из вас, кто говорит, что он верует, а своего языка не контролирует, то эта религия напрасна. Because of our words, it will make our religion useless. Наша религия из-за наших слов теряет силу. So let's be careful in what we say. Давайте будем следить за тем, что мы говорим. Matthew 12 verse 36 and 37 says, every idle word, you know this one, that man shall speak, Матфея в 12 главе, 36 тексте говорится, «И за каждое слово, которое скажете, we shall give account on the day of judgment. сейчас я точнее, читаю 36. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. For by words you shall be justified, Ибо от слов своих оправдаешься, and by thy words thou shalt be condemned. и от слов своих осудишься. We can be justified, Мы можем быть or we can оправданы be condemned или осуждены by the way we speak. на основании того, что мы говорим. If you say comforting words, А если вы кого-то утешаете, if you say encouraging words, кого-то подбадриваете, words that bring joy, слова, которые радуют других, words that are pure, чистые слова, words that unite, которые объединяют, words that inspire, которые вдохновляют, helpful words, нужные слова. God will justify. Господь оправдает нас. On the other С hand, другой стороны, God will condemn us Господь обречет нас if на we say погибель, hurtful words, если слова наши будут обидными, discouraging words, будут разочаровывать words других, that bring sadness, которые печалить будут. inappropriate words, Ненужные слова, words that неподходящие, isolate families and friends and church members которые from each other, разделяют людей друг с другом, words that mislead, которые ведут в заблуждение слова. idle and useless words. И бессмысленные слова, как идолопоклоннические слова. This is what we call
The sins of the tongue. Вот это и мы называем грех Lying tongue. языка. Flowering tongue. Язык лживый, язык обманчивый, Proud tongue. гордый, Overused. слишком часто многоговорящий. Just like a, how we call it? Tape recorder. Yes, this old destroyed tape recorder that is keep on saying on and on. Поломанный, мы говорим, как поломанная пластинка заела, и одно и то же, одно и то же. Язык, который жесткий такой, They're always ready to jump on somebody. готовый разить кого-то. Biting tongue. Язык острый. Yes. Это идет речь о слухах и сплетнях. Tail-bearing tongue. Tale-bearing, what is? Окей, да, слухи, распускающий язык. Pressing tongue. Straight. Слова такие прямолинейные, жесткие. And also silent. И также иногда бывают тихими. Well, we know lying is very bad. Мы понимаем, что лгать это нехорошо. Revelation 21 verse 8 says all liars will have their part in the lake of fire. В Откровении сказано в 21 главе, что всех участь лжецов в озере огненном. Excessive, insincere praise is what we call a flattering. Искренняя, откровенная молитва, вот то, что мы называем добром. Flattering. It's also a form of lying. Не искренняя, вернее, молитва, это то, что мы называем, да. I'll just do it fast because the time is running out. Я очень тороплюсь, потому что время очень The быстро proud бежит. tongue. Гордый язык. I put an underline. Я подчеркнул, Because even me, потому что я лично, I use this tongue. я вот этим языком пользуюсь. Also most of the time. Да, очень часто. And it's very hard Очень трудно to talk with this kind of people. с такими людьми разговаривать, Because their ears are closed. потому что уши их закрыты. And while you are talking, И пока ты говоришь, they're already thinking about something to tell you, они думают о том, что тебе ответить, to rebuttal you. чтобы в противовес тебе что-то It's not even сказать. listening to what you're saying. Они даже не слушают то, что ты говоришь. And it's hard to reason with them. И с ними трудно спорить, Because they think that they know everything. потому что они думают, что знают все. And these people, proud tongue people, are very full of themselves. И вот эти люди, которые гордо говорят, они очень уверены в себе. They talk about knowledge, Они очень много говорят о about знании, service, о служении могут много говорить, but very little about the Lord. но очень мало говорят о Боге. These proud tongue people, they make a lot of suggestions У людей с гордым языком много предложений разных about how things should be done. о том, как должно быть. Just like when we build our church. Например, когда строим церковь. I believe there are many suggestions. Я думаю, что есть много предложений And разных. sometimes we even fight about Иногда мы the даже suggestions. спорим по поводу того, какое предложение вносится. But these people, Но эти люди, they put the burden of the work они весь груз работы on other people. возлагают на других. They love to talk, Любят but говорить, they don't like to work. а работать не любят с гордым языком. Are we one of them? Мы такие. The overused tongue. Болтливый человек. Oh, we have a friend. Всегда есть друзья, они Whenever we громкие. put her in the car, Когда бы не брали, у нас есть подруга, когда бы не брали в машину ее, the moment she steps inside the car, как только она садится в машину, start talking. начинает All the time. болтать, и болтает все время. And it comes to the point that it's already irritating. И становится уже просто раздражает уже. It's just like a drip, 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 drip rain. Это как дождик постоянно капающий. It says here that let us not talk too much. И тут сказано, давайте не будем болтать слишком много. Ecclesiastes 5 verse 2 it says, Вот в Екклесиаста 5:3 что сказано? let your words be few. Да будут слова ваши немногие. Are we still awake? Вы еще не спите? Should I continue? Продолжать? Goodbye? It's not taking long. Немного осталось.
Do not be rash with your mouth, and let not your heart utter anything hastily before God. For God is in heaven, and you on earth. Therefore, let your words be few. Так, 5.3, Шилай, 5.2. Не торопитесь языком твоим, и сердце твое да не спешит произносить слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немноги. Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Это 3 и 2 текст. Болтливый язык. Sometimes you speak too swiftly. Очень, как сказать, быстрый язык. When we really need to wait and listen. Торопиться не стоит, нам нужно подождать и послушать иногда. James 1 verse 19 says. Якова 1:19 сказано. We need to be what? Swift to hear, not too swift to talk. But каждый из вас пусть будет медлен на слова, но скор на слышание. Slow to speak. Медлен на слова сказано. Are there any church member here? Есть ли такие члены церкви, которые покинули церковь because of the words that we said? Из-за слов, которые мы им сказали? Есть такие люди, кто ушел из церкви из-за тех слов, которые им были сказаны? Probably so. Not needed words. Ненужные слова. But we swiftly said it. Но все-таки они произносятся. Backbiting time. Well, I don't know if this is rampant in this place, but in my place, backbiting is quite very rampant. Слухи, вот если back это спина, да, bite это кусать, кусать спину, да, получается такое слово. Это как бы слова за глаза, за глаза обсуждают кого-то, если. These are the people that when they talk to you, это люди, которые они с вами разговаривают. Talk to you very nicely. Очень приятно, ласково, как с королем с вами обращаются. Once that person went away, как только уходит такой человек, and then went to another person, и к другому человеку подходит, saying many bad things against, начинает против вас говорить плохое, и как бы в спину вас ударяет, как змея ведет себя. Are you a victim? Вы, над вами такое бывало? За спиной о вас кто-нибудь говорил плохое? In your workplace? На работе, например. In the church? В церкви, например. Very sad to hear sometimes. Очень печально это слышать иногда. A backbiter rather talk about a weak person. Where are you? Сплетник будет распространять сплетни о слабом человеке. Rather than offer encouraging words. И не будет поддерживать, подбадривать этого человека. Oh, it's the same like the backbiting, talebearing. Также разносить слухи. Telling stories about other people. Рассказывать о людях истории. And spreads many hurtful information. И распространять неприятную информацию about the church members. О членах церкви. Or about other people. Или о других людях. You see, понимаете? When the church is persecuted from the outside, когда церковь преследует извне, we become very strong. Мы становимся сильными. And help each other. И помогаем друг другу. But when there is peace, когда мир же, we become relaxed. Мы такие расслабленные. And we start looking at each other. Начинаем разглядывать друг друга. And we see that we are not perfect. И понимаем, что мы-то тут не идеальные. And we start looking at the defect of each other person. И начинаем недостатки друг друга замечать. And start steering. И приглядываемся очень внимательно. Controversy inside the church. И такое внутреннее противоречие в церкви, такие вот вопросы подниматься начинают. The cursing tongue. Как сказать, слова, произносящие проклятие или ругательство, лучше сказать, ругательство. Whenever I travel, когда я путешествую around the city, по городу, я слышу, как люди разговаривают, и я слышу столько ругательств. Do you hear them? Слышите вы ругательство? Almost every other word is a curse word. Почти каждое второе слово бывает ругательное. Psalms 109 verse 17 to 18 says,
As he loved cursing, so let it come to him, as he did not delight in the blessing, so let it be far from him. As he clothed himself with cursing, so let it enter his body like water and like oil into his bones. Там сказано в Псалме 109: «Отойди от человека, с которого ты не замечаешь разумных уст». И он... Сейчас, секунду. Иногда there is sometimes no correspondence between them. Just a minute. It takes a little bit. Which one is? Why do people curse? Почему люди ругаются? Many people's lives are miserable. Некоторые люди чувствуют себя очень такими ничтожными. Many people's lives are very unhappy. И жизнь у них несчастная. That's why they want to make it known by swearing. И поэтому они хотят ее как бы значение ей придать своими словами. Almost at the end. Почти заканчиваем. The piercing tongue. Жалящий язык, как бы прокалывающий. This is the truth. Это правда. I need to tell the truth. Мне нужно сказать вам It doesn't правду. matter if it hurts or not hurt the Да не person. важно, больно это слушать или не больно. Have we done that? Такое бывало? Это истина. Это истина. Это надо. And people get hurt. И людям больно. And they leave the church. И они уходят из They церкви. come to church because they are sick like us. Они приходят в церковь, потому что чувствуют себя больными, точно так же, как и мы. A hospital. Это церковь как больница. Они сюда пришли, Because you want to get healed. потому что хотят исцеления. And somebody who is heartless А люди, которые бессердечные, приходят прямо пред нами and tell us some piercing words. и говорят такие вот проникающие слова, болезненные, жалящие. Unfortunately, some of them leave. Некоторые из них, к сожалению, уходят. But praise God, some remain. Но, слава Богу, And become некоторые stronger. остаются и And становятся faithful сильнее, и в вере till Jesus укрепляются, comes. и верят, что Господь придет. Oh, the silent tongue. А вот That's like теперь irony. молчаливый язык. The Bible says that we just have some few words. Библия говорит, что нужно не быть многословным. Not talk too much. Не надо слишком много говорить. But it's also a sin when you don't talk. Но есть и также грех, когда вы молчите. A silent tongue is also sinful because God commanded us to talk to people about Jesus. Мы молчим, а Господь-то повелел нам говорить, рассказывать людям об Иисусе. And if we don't do that И commandment, если эту заповедь не that выполнять, commission, не посвящать себя, it's a sin. это грешно. Have you shared Jesus to your neighbor? Почему не рассказывать нашим ближним об Иисусе? Or we are afraid about it, Или мы боимся, so we become silent. и тогда молчим. It's a sin. Но это грех. So we need to pray for opportunities Нам нужно молиться об возможностях and wisdom и мудрости to speak up for our Savior. говорить о нашем Спасителе. Of course, we don't need to talk to people about Jesus all the time. Конечно, не нужно все время That's говорить why об we need Иисусе to людям, ask for God's wisdom, поэтому нужно просить мудрости у give Бога, us the opportune time. чтобы Он дал нам вовремя сказать. So we have to stop Нужно остановиться. lying, flattering, proud, overuse, and all this other stuff. Все вот эти слова, вранье, обиды, слухи, сплетни, Because it hurts others, это обижает людей, it hurts us, причиняет нам and it вред, hurts our Savior. и нашего Господа также оскорбляет. So how do we check our tongue? Как нам проверить наш язык? Memorize James 1 verse 19. Запомните тексты Якова 1:19. It says, my dear brother, Сказано: братья мои, take note of this. запомните, Everyone should be quick to каждый из нас да будет быстр на слышание, slow to медленно speak. на слова.
And slow to become и медленно angry. гнев. Memorize this. Запомните этот текст. Put it in mind. На память. And practice it. Заучите и делайте так. Second, Второе. we can ask a friend Мы можем попросить друга, to help us. чтобы нам помогли. Somebody that you can trust.